Вообще вот период кризиса – это период трансформации таких волевых решений и приобретений. И, собственно говоря, вот теперь Ярославский радиозавод – это большое событие, теперь это наше предприятие. Российские космические системы РКС, АО РКС – это сейчас не просто отдельное предприятие, это тоже целый холдинг уже. Вот, в частности, Андрей Евгеньевич Тюлин, руководитель РКС. Дай завод, нужен завод, вот, надо обязательно развивать серийное производство. Как знали о том, что санкции будут ужесточаться, и ничего мы не получим, даже то, что уже оплачено и заказано из-за рубежа. И вот как раз, когда уже все началось, и уже санкции были обрушены, я собрал наших экономистов, финансистов, и мы приняли волевое решение, несмотря на санкции, когда сейчас все пугаются, деньги прячут там, мы решили, тем не менее, пойти, раскошелиться и купить этот завод. И я считаю, это очень правильное приобретение. Они сделали чистые цеха внутри для производства модулей под космические приборы, и там есть большой такой корпус, то есть очищенный от всяких там, пылевых загрязнений, где можно разместить оборудование для серийного производства как раз космических приборов, бортовые машины и прочее, прочее. И уже там сейчас работают наши инспекторы, техники, технологи, которые определяют всю цепочку логики единой технической политики в интересах всей отрасли, как нам сформировать там серийное производство в ближайшие полгода. Легкого сердца никогда не бывает во время пуска. Готовность двигателей первой ступени, второй ступени, третьей, то есть блока И. Системы управления ракет-носителей, полетные задания, готовность районов падения, закрытие неба и много-много другое. Все это сводится в рамках докладов на заседании Государственной комиссии. Ну и, конечно, доклады, которые мне лично делаются, как мы говорим, в коридорах. Когда еще идут на госкомиссию, меня встречают в коридорах технический руководитель наш, в данном случае, конкретном случае, это Романов Сергей Юрьевич, главный конструктор. И он мне обычно ничего не рассказывает, просто смотрит на меня и так делает. Да, то есть я понимаю, что дальше расспрашивать не надо, все нормально. Мы хотели поехать в гости к Самарскому государственному университету, частью которого является Самарский аэрокосмический университет. Но когда ситуация поменялась, когда я узнал о том, что против РКЦ «Прогресс», нашего ведущего ракетостроительного предприятия в Самаре, выдвинуты санкции, даже при всем том, что у меня были другие дела в субботу, я уже не мог отменить эту поездку, потому что мне надо было поехать поддержать людей. Мы осмотрели цех производства ракеты «Союз-5», гигантский цех, тот самый цех, где планировалось создание лунной ракеты, 100-метровой ракеты Н-1. Сейчас мы нашли для него новую жизнь. Мы молодцы. Это и токарные, и фрезерные станки, это сварочное оборудование. Там станки хорошие. А результат — это вот уже готовые баки, окислителя, переходная фирма, новой ракеты, которая полетит и которая знаменует собой, конечно, переход новой ракеты космической техники. По сути дела, сейчас ограбили караван Роскосмоса в лице нашего посадочного модуля «Казачок». Европейцы, они же, в принципе, по духу своему пираты, разбойники, бандиты. Всегда ими были. Будь то рыцари, всегда бандитствовали, в этих крестовых походах. Я с Джозефом Ашбахером, в принципе, много раз встречался, это руководитель Европейского космического агентства. Я ему писал несколько раз. Я говорю: Джозеф, даже не думай, не трогать их за Марс. Тем не менее, не послушал меня. Соберем ли мы такой модуль самостоятельно? Да, соберем, конечно. Уже андроидная техника наша. Они предлагают сделать робота «Кентавра». Торсовой робот с манипуляторами, неким подобием головы, где там будет вся аппаратура наблюдения и ретрансляции сигнала. Важно ведь другое. В правильном месте посадить станцию исследовательскую, с тем, чтобы она сделала с помощью бурения исследования почвы. Если вода, куда она ушла, куда эти реки-то марсианские ушли. Этим надо заняться. Поэтому мы, когда у нас была задача посадить не только нашу станцию, вот этот десантный модуль, но еще сверху марсоход, мы, естественно, пытались облегчить конструкцию самого модуля и убрали оттуда массу полезной нагрузки. Сейчас есть возможность все это восстановить. Ракету все равно надо направлять на космодром. Мы ее, конечно, перенацелим на другую полезную нагрузку. Тот же самый «Протон»,
на который мы сейчас поставим другой груз, и он улетит. Но тем самым этот груз освобождает Ангару. То есть у нас появляется в любом случае носитель. Надо просто определиться по финансированию и заказать работу по воссозданию этого модуля. И, конечно, определить, как использовать дополнительную, массу потенциала этого модуля с тем, чтобы поставить еще более совершенную научную аппаратуру. Здесь можно, на самом деле, поработать с иностранным партнером, с любым. Провести такие исследования Марса, которые позволят нашим ученым двигаться вперед и получить какой-то такой материал, который, в принципе, наши партнеры до сих пор еще не получили.